Друзья, знаете, что получил? Ну, я не знаю, коробки, наверное, будут зеленые, они будут прозрачные. Короче, это TOX 3 новой ревизии. TOX 3 и TOX 3 Lite, две штучки. У меня есть TOX 3 старой ревизии. Очень сильно хочу сравнить, что же у нас там вообще за разница в этих ревизиях аппаратных. Будем сейчас разбираться. Короче, это часть первая. И чуть позже объясню, почему часть первая и почему будет часть вторая на канале Технозон. Поехали. Итак, есть старый ревизион, скажем так. Старый ревизион. Я сразу его вскрываю. Это у нас первая ревизия TOX 3. Кстати, я вам скажу, я не знаю, зачем делали вторую ревизию. Это работает очень неплохо. Я надеюсь, что улучшили. Вот, знаете, такое называется обзор с нуля, по сути. Так, возьмем такую штучку. Отверточка моя любимая. Вот без этой отверточки я как без рук. Знаете, ссылочку в описании под видео разместил. На отверточку в том числе. Потому что очень-очень полезный девайс для микроэлектроники. Так, наш токсик. Так, вскрыли плату. Сейчас поднимем ее. Есть. И пускай лежит. Для того, чтобы видеть, в чем разница. Начнем с TOX 3. У нас есть вот TOX 3. Смотрите, что у нас в комплекте. Комплект такой же самый и блок питания. То есть ревизия у нас, значит, касается только внутренностей. Поэтому мы будем оперировать... О, слушай, а что, пластик другой, что ли? Пластик другой. Попробуй. Что-то такое. Ну, пластик другой. Минимально, но пластик другой. Пластик другой. Я просто его взял в руку, вот он сразу мне кинулся. Ну это ладно. Мне этот пластик вообще мало волнует, если честно. Ну, пластик нафиг не нужен. По портам все то же самое. Все то же самое по портам. Так, отдираем лапки. Отдираем лапки. Так, момент истины. Первое вскрытие. Тут я пока разницы никакой не вижу. По маркировке S905X4 1943, S905X4 4101 41943. Ну, по маркировке они разные. Здесь у нас вроде все одинаковое. Ладно, давайте вскрывать дальше. В чем разница ревизий? Это ж вот подписчики меня сбили с толку. Говорят, все, там принципиально новый TOX. Накупили мы с Лехой токса, и что дальше? Сейчас кажется, что не одинаковые. Поднимаем, поднимаем. И... Воу, смотрите. Сразу говорю, я сразу вижу разницу. И разница просто разительная, уже как по мне. Переделана плата. У нас вот такой вот радиатор, это очень круто на самом-то деле. Это радиатор как ось 905 X4, вернее, у X4Q. Вот он намного лучше, видите, на креплениях, на пружинах. Я так понимаю, что он, ребят, через термопрокладку. Не знаю, видите вы или нет. Сможешь как-то показать? Он через термопрокладку. Радиатор ячеистый. Видите, радиатор ячеистый, поэтому ну, это намного интереснее. Теперь, очень знакомая мне эта штука. Это у нас Realtek, это Wi-Fi модуль. Это, знаете что, ну сейчас, подождите, сейчас посмотрим. CS8822. Слушайте, классный, это классный Wi-Fi модуль. На самом-то деле. Действительно улучшились. Теперь. Кстати, вот этот вариант еще выходит, я его, знаете, где видел? Он существует еще FN-Link CS8822. Я думал, что не поставят FN-Link. Это, в принципе, китайское название Realtek, но это один и тот же чип. То есть, ну, в принципе, цифры вам об этом говорят. Далее. А ну, подожди, что у нас по памяти? У нас Samsung eMMS. Вот это вот память, это хранилище. Здесь Samsung стоит. Слушайте, да ну ладно, при его стоимости они сюда запихнули Samsung, поставили Realtek, они поменяли радиатор через термопрокладку, а в остальном все абсолютно одинаковое.
Они абсолютно одинаковые в остальном всем. Это прям вот будоражит сознание. Красавцы. А я сразу и не заметил сзади крепления вот эти вот. Я как-то, знаешь, так не обратил внимания. Заметьте, плата чище. Здесь у нас есть какие-то остатки флюса. Неужели TOX 3 развивается? Кстати, плата очень даже неплохая. В остальном все абсолютно идентичный ТВ-бокс. То есть у нас, получается, должны измениться характеристики Wi-Fi, должна измениться скорость eMMC и в принципе, все. Ну, сейчас включим, посмотрим. Давайте я сейчас еще... Ну, мы включим этот TOX и этот. Посмотрим. Это такое дело. Давайте TOX 3 Lite по-быстрому я посмотрю. Я думаю, что разницы мы особо и не увидим. То есть TOX 3 Lite у нас еще есть. Ну-ка. Вскрываем. Это очень быстро. Нет, пластик однозначно, ребят, другой. Леха, вот что не говори, пластик другой. Я его на ощупь чувствую. Или просто тот, что я пользовал уже. Но он другой, на ощупь другой. Да, то же самое. Та же самая плата. Я уже вижу. То же самое абсолютно. Вскрываем. Да, здесь то же самое. Realtek. eMMC такой же. А ну, подожди. Сейчас мы посмотрим. Не, здесь eMMC чуть-чуть другой. А ну, показывай. Здесь NAND. Ничего, реально сюда NAND впихнули? Приблизил? Ребят, ну, показываю как есть. Вот что я разобрал. Вот это прикол. Ну ладно, давайте я включу, протестим, получается, NAND и протестим Wi-Fi. Это все, что мне нужно здесь понять, потому что работать они будут абсолютно одинаково. Ну, температурку посмотрим. Итак, мы включились. Новая ревизия. У меня установлен тротлинг тест, AIDA и CPDD тест. Это то, в чем мы его будем тестировать. Для начала мы с вами зайдем в AIDA 64, увидим, что никаких отличий больше у нас нет. То есть тот же самый TOX 3 на том же самом процессоре в 2 ГГц. Вот сеть у нас Connect 867 мегабит. Это очень хороший коннект. Дальше из устройств. Ну, больше нам тут смотреть в принципе нечего. Да? Там доступ к камере. Да, можно посмотреть. Больше нам тут смотреть нечего. Ну и температуру я вывел, вот вам вверху температура 43-45 в простое. Вообще шикарно. Ну посмотрим сейчас на тротлинг тесте. Для начала смотрим именно на новой версии CPDD тест. Стартуем, нам интересно хранилище, мы стартуем на внутреннюю память. На внутреннюю память. Итак, наши показатели, мы их сейчас сохраним. Я их даже сфотографирую, для того, чтобы мы сравнили со второй ревизией с TOX Lite и, именно с TOX 3 Lite и с первой ревизией TOX 3. Вот у нас таблица с минимальными и максимальными значениями. Суперово. Все сделали. Следующее у нас, конечно же, Wi-Fi. Wi-Fi будем делать на одного и того же, 5 ГГц для начала на одного и того же провайдера. Как начал заморачивать спид-тест, вы себе не представляете. Так, стартуем. 300, 450, 467, все 470 мегабит на Realtek на новом. Вообще жесть. Это что у нас там выдало вообще? Это что у нас? Что это такое вообще? Это новая ревизия выдала этой скорости. Я такого вообще не ожидал. Я это сфотографирую для себя, потому что в 5 ГГц это какой-то... это какой-то вообще трешачок. 470 мегабит. Вообще вдумывайтесь в скорости, которые там есть, да? Так, пробуем 2,4 ГГц. Я, честно, сейчас подвисну, наверное. Ну, давайте... 130 мегабит, 127.
2,4, тут 5 ГГц. Если у вас хороший роутер, то вы из токса 3 выжмете, конечно, все. Во-первых, здесь MU-MIMO, ну это просто нереально. Но давайте так, еще вы должны оценивать дальность отдаления от роутера. У нас лабораторные условия до роутера, ну там, грубо говоря, 4 метра. Ну это вот мы так тестируем в пределах, допустим, соседней комнаты. Остается нам тротлинг-тест, но температура, я вам и так скажу, радиатор просто, это разница по мне так уже видна. Потому что мы сейчас же протестируем еще первую версию, так бегло. Стартуем тротлинг-тест и ждем буквально 15 минут. Ну, ребят, тротлинг-тест заканчивается. Честно вам скажу, это идеальнейший тротлинг-тест. Вы видите сейчас температуру 63 градуса вверху экрана. И я вам скажу, ну, это очень даже неплохо. Очень неплохо. Все, 15 минут прошло у нас. Максимальная температура была у нас 63 градуса. No CPU Thermal Throttling Detect. Ребят, просто шикардос. Просто шикардос, я вам честно скажу. Поэтому давайте подключим TOX 3 Lite, и я хочу посмотреть по внутреннему хранилищу там. Ну что, TOX 3 Lite включили. Давайте заходим в My Apps. Сразу Cross-Platform Disk Test. Это все, что нам нужно здесь делать, потому что он абсолютно идентичный, кроме вот этого вот хранилища. Хранилище мне прям вот хочется увидеть, что у нас получится. Ну давайте, поехали. Сейчас сравним сразу с базовой версией, потому что здесь другой вариант памяти, ну, вернее, хранилище другой вариант. Сейчас сравниваем сразу с базовой версией. Ну, смотрите, что мы имеем. Я специально сейчас вот покажу, что в принципе на запись напрямую 48-47, ну, примерно одинаково. А вот в чтении у нас получается там максимально 149-182, но средняя 101 против 88. Если брать по максимальной, то у TOX 3 в новой ревизии быстрее флеш-память, ну, имеется в виду не флеш-память, а внутреннее хранилище. А в TOX 3 Lite среднее значение чтения намного больше, чем последовательное чтение, чем в версии 4/32. По произвольной записи и чтению это практически одинаковые. Тут, если брать произвольная запись, да, здесь NAND, и здесь 4,58. Ну, короче, такое, знаете, 1 к 1. И память здесь побыстрее, но это в пределах погрешности 0,1. Я вам честно скажу, они практически одинаковые. Ладно, включаем старую ревизию, посмотрим, что у нас получится. Включили первую ревизию TOX 3 Lite, ой, TOX 3, не TOX 3 Lite, первую ревизию. Давайте сразу включим с вами в панелях интерфейс, информационную панель с нагрузкой. Так, отобразим, показать статусную, все с нагрузкой и с температурой. Но так как он у нас подключен, мы тестируем на спид-тесте на тот же самый сервер. Выбираем и стартуем тот же самый сервер, то же самое время. Мы имеем сейчас 200-300... Ну, там тоже был неплохой модуль. Но 420, 410. Там, конечно, есть прирост 430. Там есть прирост 470 максимум мы получили. Здесь 430. Хотя, я вам скажу, базовая версия первой ревизии тоже топила как сумасшедшая. И сказать, что первая ревизия, то есть если вы получите первую ревизию вместо второй, хотя я думаю, что уже вторая везде будет. Ну, здесь круто. 430 против 470 там. Я вам это и так скажу, даже не подсматривая того, что у нас было. Сейчас 2,4 ГГц включим. Ну-ка, пробуем. Давайте стартуем 2,4 ГГц. Посмотрим, насколько разница. Тот же самый провайдер. Ну, блин. Тоже 115, 120. Ребят, вы видите результаты. Они оба классно работают. То есть новая ревизия, да, классный модуль. Я вам сразу говорю, классный модуль. Я вам могу сказать, что да, они поработали над охлаждением. Это очень круто. И поработали, поменяли внутреннее хранилище. По внутреннему хранилищу сейчас тоже выясним. Ну, результаты теста Wi-Fi вы видели. И там неплохой модуль. Конечно, Realtek, кстати, лучше.
Сейчас пробуем CPTT-тест, потом запустим уже. Но температурка здесь в состоянии простоя чуть-чуть выше, это могу сказать. То есть там и 63 на этом. Так, внутреннюю память тестируем. Последовательная запись. Сейчас окажется, что здесь тоже хранилище было очень даже неплохое. Несмотря на то, что там Samsung, ну давайте так, даже если у нас здесь будет быстрее, но я бы выбрал бы Samsung, потому что качественнее. Вот мне кажется, что да, вот тут тоже есть такой момент. Так, смотрим. 52, слушайте, в пределах погрешности 48, 52. Это 4 мегабайта на секунду, это вообще ни на что не влияет. А вот по хранилищу я вам скажу. Хранилище Samsung однозначно лучше. Вы видите, по графику у нас идут провалы. 100, оно примерно такое же, в пределах погрешности, как и у Лайта, как и у этого. Но вот эти вот провалы, интересные по графику, они, знаете, оно идет прерывисто. Не знаю, короче. 1.69, там 2.01. На произвольную запись однозначно в новых ревизиях быстрее работает. Ну, сейчас посмотрим на произвольное чтение. Сейчас давайте посмотрим. И на произвольное... Да, ну, ребят. На произвольное чтение однозначно лучше. И по памяти получше копирование, что в лайте, что в этом. То есть вы видите реально результат. У нас было, смотрите, я сейчас смотрю, TOX 3 простой. У нас было в максе... Здесь табличка появится. У нас было в максе 182, а здесь 158. Вот так вот. Вот старая ревизия TOX 3 простого, она больше похожа по быстродействию на TOX 3 Lite. По скорости произвольной 77, ну короче, ребят, однозначно интереснее. Однозначно интереснее, это я уже могу сказать. И давайте запускаем тротлинг тест и посмотрим, что у нас получится, потом уже будем делать выводы. Поехали, тротлинг тест. Стартанули. Так, останавливаем. Ну, что я могу сказать? Температура максимальная была 67 градусов. И вы понимаете, что у нас есть с вами разительная разница. А это значит, что при использовании, уже при подключении, допустим, того же самого Mali G31, при просмотре самих видео, где будет задействован не только, допустим, тихо. Не только, допустим, процессор, а еще и видеоядро, то будет разность температур, где-то 5-6 градусов в конечном использовании. То есть мы с вами имеем отличный ТВ-бокс, отличную ревизию. Давайте я сразу здесь же резюмирую и скажу вам так, что TOX 3 это классная тема в том плане, что ТВ-бокс развивается, выпускаются новые ревизии, при этом новая ревизия не обязательно хуже, как это обычно бывает у китайцев. Здесь новые ревизии показали себя с положительной стороны, а вот что касаемо цены, то ссылки в описании под видео, как и ссылки на оригинальный обзор, тоже на TOX 3 в описании под видео, и мы рекомендуем. Можно брать спокойно и TOX 3 Lite, и TOX 3. Пожалуйста, хорошие ревизии. Часть вторую ожидаем уже через некоторое время использования этого ТВ-бокса. Ну, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.